Бывают моменты, когда важно спрятать приложение или личные данные на телефоне от посторонних глаз или просто ради удобства. На нашем сайте есть большая статья о том, как это сделать безопасно и грамотно. Ссылку оставлю в описании. А в этом видео разберем несколько способов. От маскировки под безобидные иконки вроде будильника или калькулятора до использования второго пространства. Начальный уровень, например, спрятать приложения в папке, чтобы они не отображались на главном экране. Звучит очень просто, но при беглом просмотре в глаза не бросаются. Следующий шаг — создать для спрятанного приложения ярлык на рабочем экране и замаскировать его под что-нибудь. Есть целый ряд Android-приложений, способных это сделать, например, Icon Changer. Установим его и посмотрим, как это работает. Оно сразу выдаст нам список приложений, установленных на вашем телефоне, значок для которых можно поменять. Дальше выбираем из списка то, что нам нужно. Есть очень много разных вариантов. Можно изменить имя приложения, и останется только применить изменения и разрешить добавить значок на главный экран. Но это всего лишь ярлык. Если удалить само приложение, ничего работать, конечно, не будет. На iOS для замены значков можно использовать встроенный механизм ярлыков. Нажимаем значок приложения команды. В меню выбираем «Создать быструю команду». Среди предложенных на экране вариантов выбираем «Открыть приложение». Нажимаем слово «Приложение» и выбираем нужное приложение из списка. В нижней части экрана нажмите значок квадрата со стрелкой вверху, функция «Поделиться». Выберите на экран «Домой». Укажите название для ярлыка и подберите значок. Нажимаем «Добавить» в правом верхнем углу. И получаем вот такой значок приложения. В некоторых версиях Android есть возможность скрыть приложения надежнее, чем просто затеряв их в папках, но это нужно проверять конкретно на вашем телефоне. Можно воспользоваться поиском. В iOS 14 и новее можно убрать приложение с главного экрана. Просто зажмем экран, жмем на приложение и выбираем «Удалить с экрана домой». Оно будет отображаться в папках, если долистать экраны до последнего, и будет работать как прежде. Например, присылать уведомления. А вот в iOS 18 уже можно скрыть приложение и поставить Face ID. Зажимаем приложение и выбираем «Требовать Face ID». Теперь можно и просто установить Face ID на его запуск и скрыть. Правда, отображаться оно будет также на финальном экране в папке «Скрытые», но без Face ID увидеть, что там, будет невозможно, и уведомления приходить тоже не будут. Теперь еще одно решение — второе пространство и аналоги. Опять я сошлюсь на статью на сайте Теплицы. Там подробно описано о решениях для Xiaomi и Samsung. Расскажу о том, что в Android в большинстве случаев доступны многопользовательские профили, аналог учетных записей на компьютерах. В моем случае заходим в настройки, система, пользователи и разрешаем добавлять новых пользователей. Здесь можно добавить нового пользователя, разрешить или нет ему принимать звонки и сообщения. А далее просто из этого же меню «Менять». Удобно, чтобы разграничить, например, личный и рабочие пространства для себя. Можно даже гостевой режим запустить, тогда при выходе будет удалена всякая активность. А можно воспользоваться приложением для создания виртуальной машины. Например, вот такое приложение, которое так и называется Virtual Master. У нас был подробный обзор, ссылку оставлю в описании. Здесь быстро покажу, как это работает. Устанавливаем приложение, далее жмем на плюс «Создать виртуальную машину». Выбираем систему, скачиваем и жмем «Далее». Проходим несколько шагов, и все. Можно проверить настройки, например, включить Google сервисы и запускать. Получается такое вот отдельное пространство на вашем телефоне, с которым можно работать. А еще могут помочь лончеры. Это такие инструменты, которые позволяют изменять внешний вид и функционал вашего устройства. Их много. Покажу один не в качестве рекомендации, а в качестве примера. Apex Launcher. Устанавливаем его. Он появляется на главном экране. Заходим. Я не буду рассказывать о всех возможностях настроек, сейчас о скрытии приложений. Свайпаем, меню Apex, «Скрыть приложение». Здесь выбираем то, что хотим, и оно исчезает из списка приложений, но поиском ее найти будет возможно. Можно, кстати, установить его по умолчанию. Теперь к файлам, а не приложениям.
У нас на канале есть подробный разбор приложения Tella, которое доступно для Android и iOS. Оно шифрует ваши данные и позволяет сменить себе значок и название. Устанавливаем, читаем, что же нас ждет в приложении. Теперь выбрать способ блокировки. Я выберу PIN, потому что с ним доступна очень интересная функция. Все, теперь все интуитивно понятно. Можно добавлять видео, аудио, документы и другие файлы, увы, не приложение. Можно оставить их на основном устройстве или же сразу удалить оригинал. А теперь самое интересное. Идем в настройки «Безопасность». И здесь можно выбрать камуфляж для самого приложения. Поменять саму иконку можно с разными выбранными способами блокировки. Много всего интересного. Просто выбираете и закрываете приложение. А можно спрятать за калькулятором. Выбираем вид, который вам больше нравится. И вот эта функция работает только с пином. И вот почему. Когда вы выберете его, в меню приложений появится калькулятор. Открываем. Нормальный такой себе калькулятор. Даже считает. Но если ввести пин и нажать на «равно», то откроется основное меню, где лежат все ваши файлы. Но это только для Android. Есть решения, которые работают и с iOS, также под видом калькулятора. А есть и более элегантные, например, Piano Volt. Значок его выглядит как самоучитель по игре на пианино. При установке приложение попросит ввести PIN. В основном меню видно, какие типы файлов сюда можно спрятать, вплоть до контактов. Закроем его и откроем снова. Попадаем просто на меню клавиш. И вот если здесь вы введете тот самый PIN, то попадете уже в защищенную область. Принцип тот же, обертка другая. И опять же, это пример, а не рекомендация приложения. Ну и в завершении хотелось бы сказать, что описанные способы все-таки защита первого начального уровня, которая не сможет полностью обезопасить ваши данные от посторонних глаз. Но это уже лучше, чем ничего. На этом все. Пожалуй, в современном мире главное оставаться людьми. Во всех смыслах. Александр Рыбаков, Теплица социальных технологий.